Привет, друзья! Никак не заканчивается тема с исследованиями вот таких вот батарей GCID. И сегодня у нас, по сути, двойное расследование. Потому что вот эта батарея GCID как-то отличается от этой батареи GCID. Подделка или просто упаковка для другого рынка? Специально сделал задержку, чтобы вы могли оценить некоторую разницу. Обратите внимание, что на этой упаковке нет никаких сведений, которые были бы написаны на китайском языке. То есть вполне вероятно, что эта упаковка или эта батарея сделана для другого рынка. Еще обратите внимание, голограммы немножко отличаются, и на этой упаковке есть значок SCC. Ну и опять же, с задней стороны нет сведений на китайском языке, исключительно английский. Давайте мы, помимо сравнения самих упаковок, посмотрим, что у нас внутри. Опять же, дисклеймеры исключительно на английском языке. Сертификат о прохождении контроля качества также на английском языке. И сама батарея также немного отличается. Появился вот такой вот символ ORG. Что это значит, пока не ясно. Так как мы уже поняли с вами, это батарея для 13 Pro. Сам пациент у нас заготовлен. Состояние у него, как вы видите, достаточно достойное для своего возраста. И давайте мы сразу завизируем состояние батареи. Остаточная емкость 75%, и есть важное сообщение об аккумуляторе. То есть замена более чем показана. И давайте дальше проверим, что у нас нет истории деталей обслуживания. Требуется, да, сервисное обслуживание аккумулятора. Но аккумулятор еще не был заменен. Поэтому пациента пока в сторонку. И подключим наш аккумулятор к программатору. И посмотрим, какие сведения программатор нам покажет. Сделаю как раз вставочку для сравнения с тем, что аккумулятор показывал на вот такой вот версии батареи. И вот тут я мало что понимаю. А почему? Приблизимся. Я думаю, можно еще приблизиться. Посмотрите. Программатор показывает нам, что подключена оригинальная батарея, у которой нет никаких чипов от GCID. Это странно. Ну и что еще страннее, производитель Sunboda, более известный производитель цепочки поставок Apple, и дата прироста контроллера 2019 год. Отъеду для того, чтобы можно было ставить вот сюда сравнение. И обратите внимание, что у предыдущей версии этого подлинного аккумулятора GCID модель была JCCX, был какой-то момент по чипу MCU и производитель самого контроллера Huawei. Но опять же, не будем концентрироваться на производителе контроллера. Но что самое интересное, сейчас даже на программаторе вот эту батарею не отличишь от оригинальной. То есть программатор выдает нам все значения, соответствующие оригинальной батарее, кроме, вы сейчас можете поймать меня на слове, кроме как раз таки емкости. Я совсем не понимаю, что происходит, что делает GCID, и если этот аккумулятор не является поддельным аккумулятором GCID, потому что мне немножко все-таки настораживает упаковка и привяжется к нашему айфону как подлинная оригинальная деталь, то система сериализации Apple окончательно мертва. Поэтому давайте в ускоренном режиме подкинем этот аккумулятор на айфоне и посмотрим, к чему это нас приведет. Поехали. Да, такой маленький интересный момент. Винты настолько забиты грязью, что отвертка не зацепляется. Что ж, почистим. И обратите внимание, даже несмотря на то, что винты откручивались очень тяжело, дисплейный модуль приподнимается очень легко. Либо у нас проклеечка подустала, либо были какие-то истории. Вскрытие покажет. Да, есть открытие. И пока я готовлю защитные компоненты, давайте мы запустим еще раз аппарат и посмотрим, не убили ли мы дисплей при вскрытии. Да, о каких защитных компонентах идет речь? Я думаю, что многие мастера знакомы. Вот такие вот специальные защитные колпачки. Мы сейчас один такой достанем и установим, чтобы предотвратить попадание всякой бяки в комплекс датчиков труда. Так, что у нас внутри?
внутри у нас вроде бы все хорошо. У этого аппарата где-то действительно первое вскрытие. Просто уже немножечко подразложилась проклеечка. Да, и далее все по стандарту. Соберем аппарат. Не приклеивая аккумулятор. Да, пока у нас аппарат в авиарежиме, и это сделано не случайно. Коллеги сообщили, что в некоторых случаях в процессе привязки аккумулятора, вдруг если поступает звонок по сотовой сети, то процесс привязки заканчивается неуспешно. Поэтому мы сейчас здесь в режиме конфиденциальности подключим только Wi-Fi, зайдем в настройки и запустим процесс привязки аккумулятора. Так, Wi-Fi подключились, аккумулятор не распознан. Доступна конфигурация, все по стандарту. Перезагружаем и завершаем. Да, загрузился ассистент ремонта. Продолжаем в стандартном режиме. И держим кулаки. Так, есть пока сообщение о том, что это подлинная деталь. Перезагрузим, посмотрим. Действительно, статус подлинный. Только вот что интересно, опять же, на батарее GC1 не всегда вылезает вот эта строчка «Дата совершения ремонта». Возможно, это как-то связано с механизмом эмуляции вот этой подписи «Подлинная деталь». В любом случае, даже на программаторе мы убедились сейчас. Нельзя сказать, что это за аккумулятор. Я совершенно в тупике. Опять же, прихожу к выводу, что только анализируя дату производства самого контроллера, можно сказать, это подлинный сервисный аккумулятор или вот такая вот качественная китайская имитация. Я думаю, что показывать окончательную сборку этого аппарата дальше смысла особого нет. Думаю, что на этом тоже ролик можно завершать. Как и во второй части нашего расследования, я прошу вас активнее делиться своим опытом в комментариях. Возможно, есть какие-то способы, о которых сообщество еще не знает, которые позволяют с помощью каких-либо алгоритмов или механизмов отличать вот такие вот подлинные детали от реальных сервисных аккумуляторов. Ну, опять же, косвенные признаки — это отсутствие даты совершения ремонта, и при анализе даты производства контроллера даты либо слишком старые, либо, наоборот, из будущего. Хотя, опять же, как мы с вами убедились уже на третьем аккумуляторе, такого плана, что это также ничего не гарантирует, что дата из будущего может, в принципе, и не быть. В любом случае, я еще раз благодарю вас за внимание, за доверие, и даже боюсь загадывать, будет ли четвертая часть этого расследования. Увидимся в следующих видео. Да, и еще один момент. Давайте все-таки вот эту голограммку проверим. Подлинная батарейка или нет? Приблизимся. Да, думаю, что так неплохо видно. Возьмем ножик и аккуратно прорежем покрытие. Да, качественная пленка плохо режется. Еще. Да, и вот так читается защитный код. Теперь введем этот защитный код в специальную программу JCID. Да, батарея подлинная. Получается, что такая упаковка аккумуляторов у JCID тоже имеет место быть. И теперь я не понимаю вообще ничего. Появилась дата производства ремонта.